Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале про NFT Games, и сегодня у нас мега крутое видео с кучей призов и подарков. Поэтому рекомендую досмотреть его до конца, чтобы не упустить халявные NFT. А теперь ближе к делу. Tribal Punk. Именно так называется игра, о которой идет речь. И эта игра на самом старте. В общем, разберем все плюсы и минусы, оценим перспективы и, конечно же, заберем призы и подарки. Так что ставим лайк авансом, стучим в колокол, запасаемся попкорном, ну а я начинаю. Итак, сайт. Первое, что мне бросилось в глаза при анализе сайта, это количество посещений в месяц. Давайте мы с вами прям откроем SimilarWeb и посмотрим. Смотрите, мы видим с вами, что в июле было 165 тысяч посещений и в июне чуть-чуть меньше 130 тысяч посещений. 130 тысяч посещений для игры, только что вышедшей, на мой взгляд, это сразу большой плюс. И давайте посмотрим, с каких стран заходят. Бразилия, Вьетнам и Япония. Очень игровые страны с большим количеством населения. И то, что большой процент идет оттуда, это, на мой взгляд, тоже это очень хорошо. Итак, сайту за количество посещений плюс. Двигаемся дальше. Второй пункт в анализе — это, конечно же, команда. Давайте посмотрим на команду разработчиков. Вот они все, лица открыто, вся информация о них доступна. И смотрите, все с 10, 5, 7, 8-летним опытом в разработке игр. И что мне удалось найти про команду разработчиков в Гугле, я вот искал про SEO. И вот нашел такую статью на сайте Forbes. Правда, она вся на вьетнамском языке, ничего не понятно. Но в целом, вот фотография его, говорят, тут я так понял, что вот компания Антанда 2019 года, в общем, в разработке игр и так далее, и так далее. То, что издание Forbes пишет о SEO-команде, это тоже большой плюсик. В общем, команде плюс, лица открытые, опыт большой. Про SEO пишут, однозначно плюс. Дальше. Дорожная карта. Здесь мы видим, что в июле уже состоялся официальный запуск игры. Это верно. Арена. Первый сезон уже был. Стейкинг, маркетинг и так далее. Это все в июле. Теперь чего мы ждем? В декабре ближайшее событие. Будет у нас какой-то гильд-босс, новый характер. Ну и дальше пошли по новому характеру. В каждый квартал будут добавлять и в принципе развивать проект. До 2024 года расписана дорожная карта. Ну и в целом это, на мой взгляд, тоже неплохо. Теперь давайте посмотрим на цену токена. Токен у них называется Анта. И сейчас он торгуется, вот мы с вами видим, по 0,017 долларов, да, и мы видим, что токен на самом дне находится. Здесь я не знаю, с одной стороны, конечно же, плюс ставим, с другой стороны, большой минус. Плюс в чем? В том, что на дне, кто захочет заходить, как бы вход немножко подешевле. А минус это в том, что есть риски, что проект никому не интересен, и токен уже укатали, и он уже больше никогда не отрастет. В целом это везде так. Дальше давайте по сайту посмотрим, что здесь еще есть интересного. Технологии, партнеры. Давайте вот мы посмотрим партнеры. Так, партнеров где тут? В общем, да, партнеров достаточно много, как медиа-партнеров. Вот мы видим тут везде эти логотипы, везде все это указано. Так и стратегических партнеров довольно-таки много. В общем, это в целом тоже плюс. Итого, давайте подведем итог по сайту. По сайту у нас что? Посещений в итоге много. Страны Бразилия, Япония. Команда довольно-таки опытная. Дорожная карта в принципе хорошая и далекая. Цена токена плюс-минус. Как бы тут спорно. И партнеров достаточно много. На этом по сайту все. Давайте переходим к белой бумаге.
Полностью белую бумагу я вам зачитывать не буду, экономлю ваше время. Кому интересно, тот прочитает. Я вам лишь расскажу то интересное, что мне здесь удалось почерпнуть. Первое, это вот Mystery Box. Mystery Box это те самые боксы, из которых выходят герои, которые нам нужны, собственно говоря, для игры. Вот их три типа: Common, Элит и Легендарный. Ну, немножко попозже я еще про них расскажу. Так вот, эти боксы, у них была распродажа 7 июля. И больше, как уверяют разработчики, распродажи не будет. То есть, теперь, чтобы получить бокс, который нужен для получения новых героев, соответственно, да, нужно скрестить двух этих самых героев. Причем, чем выше класс скрещиваемых персонажей, тем выше шанс получить более редкий бокс. И еще, каждого героя можно скрещивать всего 5 раз. В общем, получается, ребят, некий круговорот, который, по идее, должен обеспечить стабильность цены на боксы и на героев. В целом, это называется у них Factory Box. Вот здесь на этой страничке все, в принципе, написано, как это работает. Вот здесь вот табличка дается с процентажами, скольки звездочные герои нужны, какой процент выпадения редких, там, элитных, легендарных боксов и так далее. Даже есть шанс, вот небольшой шанс, что при скрещивании вам выпадет два бокса вместо одного. В общем, бокс в Factory, вот здесь вот тоже можно все подробненько почитать. Теперь возвращаемся к белой бумаге. Что здесь еще интересного? Ну вот про токены могу рассказать. Здесь та же система двух токенов в игре. Не знаю, плюс это или минус. Ну, последнее время все практически игры, которые вот Play to Earn и так далее на блокчейне, используют эту именно систему двух токенов. Конечно, второй токен, вот, который SO называется, да, он будет постоянно укатываться, потому что его дают за ежедневные награды и так далее. Ну, не знаю, как у разработчиков получится победить эту тему. Ну, как бы, чем больше они смогут обеспечить оборот вот этого внутреннего токена, то есть чтобы он тратился на улучшения и так далее, чтобы игрокам было интереснее. Но в целом, чем интереснее будет контент игры, чтобы людям не хотелось выводить токен и там забирать свои деньги, а хотелось там что-то улучшить, какого-то там персонажа, что-то ему прикупить и так далее, вот чтобы прям из-за интереса, тогда этот токен будет держаться. А так, в целом, как показывает практика, ну, вот такая система, все вот эти токены падают. Поэтому здесь как бы тоже я ставлю плюс и минус. На этом, ребят, по White Paper все. Давайте двигаться дальше. Ну и перед тем, как вам рассказать про заработок в игре, давайте расскажу про самое интересное, то, что я обещал в самом начале, а это призы и халявные NFT от разработчиков. Как вы видите, мне удалось с ними договориться, запартнериться, и они выделили по 4 бокса, вот про которые я только что рассказывал, из которых выпадают, собственно говоря, вот эти герои, и 4000 внутриигровых токенов SO, которые понадобятся на начальном уровне для прокачки вот этих самых героев. Итак, чтобы получить вот этих 4 бокса и 4000 токенов, нужно, первое, конечно, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать осмысленный комментарий, добавиться к нам в Telegram-группу и заполнить вот эту вот простенькую Google форму. Здесь все в принципе просто. Нужно создать, во-первых, аккаунт в игре, да, вот по этой ссылочке. Потом здесь вписать свой ник в аккаунте, да, свой, что тут, e-mail, да, так, да, e-mail, вот сюда вот вписываем e-mail, дальше вписываем свой Telegram, вот в эту строчку, и тоже присоединяемся в Telegram и в Discord разработчиков. Все, отправляем вот эту формочку, и вам приходят 4 ваши NFT-шки, ну, боксы, которые вы конвертнете в NFT-шки, и 4000 игровых токенов. Сразу скажу, чтобы потом мне в комментарии не писали, что вот эти вот, которые вы получите NFT, их продать тут же нельзя. Эти NFT выделяются для
успешного, скажем так, бесплатного старта, входа в игру, чтобы вы могли протестировать игру, понять, нравится она вам или не нравится и так далее. Вот такой вот замечательные такие вот призы. Пожалуйста, пользуйтесь. Забыл сказать, до 16 августа действительно вот эта акция. Поэтому, если хотите получить на халяву NFT-шки, пожалуйста, поторопитесь до 16 августа. Итак, заработок в игре. Основной, конечно же, заработок тут на арене. Как ни крути, да? Вот мы видим, второй сезон арены прошел. И третий обещают уже 11 августа стартует. Третий сезон. Поэтому, лично я готовлюсь к этому сезону. Хочу, так сказать, собрать сливки и вот на начальной стадии немножечко тут заработать. Ну, в общем, здесь что? В арене есть дневные награды. Да, вот тут все правила расписаны. Начисляются очки за победу, я так понял, за поражение убавляются и так далее. И сезональный рейтинг, да. Плюс еще есть билет для участия на арене. То есть каждый день дается 3 бесплатных билета. Если хочешь участвовать больше, нужно покупать. Вот тут цены на билет тоже написаны. Дальше, ревард, награды. То есть дневные вот награды за первое место, за второе, за третье и так далее. Вот можно в этой табличке посмотреть, сколько отдают за дневные реварды, за дневные награды, прошу прощения, дают в токенах, Анта, тоже в этой табличке можно посмотреть. И, собственно говоря, сезонные реварды, награды в токенах Анта. Вот так было во втором, по крайней мере, сезоне. Третий сезон только анонсировали, про награды ничего пока не сказали. Ну, я предполагаю, значит, эти награды и останутся. Дальше, вот буквально сегодня вышла, 9 августа, свежая новость. Презентуют новый механизм получения токенов СО. Тоже вот здесь все расписано. Чем выше ваш уровень, сейчас я вам чуть попозже геймплей покажу. Чем вы выше зайдете по стадиям, тем, собственно говоря, больше вы ежедневных токенов СО будете получать. Вот, ну тут еще по выводу есть правила, да, вот они пишут, что первый раз, когда вы выводите, нужно иметь там 100 тысяч токенов, ну и второй раз по 20 тысяч токенов. Дальше планируется введение Anta Hunters, да, это, я так понял, типа что-то будет турнира 1 на 1, где вы там победил, сразу забрал, вот видите, 10 Анта, 55 тысяч и так далее. Ну, типа такого вот не турнирный, а, короче, 1 на 1 бои, вот так скажем, да, но это вот с 19 августа они внедряют. Дальше, на чем еще здесь можно заработать, это на крафте боксов, как я уже выше говорил, да, то есть можно, допустим, покупать эти, там, самые простые боксы, с них там что-то лутовать, комбинировать, получать боксы, опять продавать и так далее, и так далее. Вот, дальше, развитие героев, то есть героев между собой тоже можно скрещивать и повышать уровень звездности и так далее, и продавать чуть-чуть подороже. Но обо всем об этом, ребят, я сниму, как обычно, отдельный видеоролик, все с таблицами, все с расчетами, с детальными. Кто давно на моем канале знает, как я это все делаю, в табличках аккуратненько все посчитаю, сам на себе все попробую и уже потом вам уже более детально покажу. Сейчас вот эти вот 5 пунктов, это те, которые вот я так вот, ну, грубо говоря, детально не погружаюсь, вот я о них узнал, вот вам сообщил. Подробности будут в следующем видео, поэтому колокольчик не забудьте поставить. Ну и перед тем, как показать вам, собственно, саму игру, давайте еще один конкурс я вам объявлю, называется «Набор практикантов». Вот здесь, на этой страничке, в принципе, все написано, но вкратце вам скажу так. В общем, нужно привести 3 рефералов, которые достигнут уровня 5.30 в игре, и тогда получите вот такие вот, собственно говоря, вот такие вот призы. Что это такое, пока я вот точно вам не скажу, но что-то, что улучшает именно характеристики и боевую силу персонажа в игре. Вот. Теперь от меня, что поскольку, ребят, я хочу играть и развиваться в этой игре, то я предлагаю по $10 первым 3 моим подписчикам,
кто дойдет до этого уровня 5.30. То есть, но смотрите, здесь есть дата, нужно это сделать до 16 августа, вот до этой даты, ребят. Ну, имейте в виду, что мне вы должны об этом будете сообщить как минимум, ну, там, часов за 8 до вот этого вот времени, чтобы я тоже это все успел оформить. Итак, условия очень простые. Как только доберетесь до нужного уровня, пишите мне сразу в Telegram, в личку пишите, прилагайте скрины. Ну и не забудьте, конечно же, добавиться к нам в Telegram-канал, потому что там мы будем постоянно это дело мониторить и сообщать о достижениях других игроков. Поэтому вот, ребят, от меня лично вот такой вот конкурс для тех, кто планирует играть, развиваться в игре вместе со мной. Ну и теперь сам игровой процесс и открытие боксов. Итак, после того, как зарегистрируетесь на сайте, на маркетплейсе, там через e-mail, кошелек свой подключите MetaMask, вот можно играть с браузера, и вроде как на андроиде тоже доступна игра, но сам Android я не пробовал, потому что у меня его нет. В общем, играю через браузер. Попадете вот на такую страничку игровую. Вот здесь вот у вас сразу будет персонаж, там вас по подсказкам проведет. Надо будет еще выбрать на старте характер, там из трех, там лучник, маг, по-моему, и рукопашник. Я вот выбрал лучника, вот он мой персонаж такой. Вот тут можно повышать уровень. Ну, в общем, через обучалку пройдете, там все, в принципе, просто, все понятно. Еще что скажу, что есть здесь перевод на русский язык. Где-то в настройках я видел, не буду сейчас показывать, потому что, ну, перевод такой немножко кривоватый, мне вот проще на английском. Ну, кто английский не знает, вполне достаточно, ну, вполне можно пользоваться переводом на русский. Итак, и дальше проходите стадии, все по обучению и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот давайте боевочку посмотрим, как она выглядит. Я вот на этом купил себе одного помощника, чуть-чуть поиграл, думаю, куплю, посмотрю, что да как работает, чтобы вам все это рассказать. В деле вот самого там какого-то дешевенького купил, чисто для теста. Ну и вот дошел до стадии 2-6. Ну и вот здесь меня, конечно, благополучно сносят благополучно. Дальше здесь что можно делать? Дальше можно развиваться. То есть вот здесь получаете вы вот эти вот всякие камни, или камни, вот эти вот штучки, короче, которые нужны для повышения уровня. Можно повышать уровень своему вот этому персонажу. Вот видите, вот здесь вот помощника можно повышать уровень. Повышать уровень можно шмоток своих, да, вот здесь вот сейчас покажу вам, где шмотки. Повышать уровень шмоток. Ну, опять же, ребят, чуть-чуть попозже будет более подробное видео о геймплее, какие герои хорошие, какие там связки и так далее. Здесь я вам просто показываю тестово, да, вот. В принципе, по обучалке пройдете, все понятно. Вот здесь вот шмот можно выбирать, там улучшать его и так далее, миссии проходить, вот. Вот здесь вот проходите миссии, вам дают еще токены, на них в магазине можно покупать боксы со шмотом, их вскрывать, там шмот улучшать, и так далее, и так далее, и так далее, проходить, двигаться дальше. Вот, ну я немножко поиграл, буквально когда вышла новость про то, что вот арена 11 августа, я решил купить еще себе коробок и их открыть. Давайте, собственно говоря, этим самым сейчас мы с вами и займемся. Итак. Вот вы видите, у меня я взял себе одну легендарную коробку, 2 элитных и 4 коммонки. Ну, давайте попробуем их под ваши, как говорится, аплодисменты сейчас и открыть. Начнем, наверное, с коммоночек. Открываем сразу все 4. И что нам дают? Так, дали нам... вот смотрите, дали 2 каких-то синих, это, я так понимаю, редкие. И одну дали нам... коммоночку, да? Ну, хорошо. Давайте теперь 2 элитных откроем. Что отсюда выпадет? Давай сразу 2. Ну-ка, что там нам? Опять 2 синих. Почему-то здесь звезды их не указаны. В общем, сила героев в звездах. Вот тут у них где-то звезды должны быть указаны. И чем больше звезд, тем круче герой. И легендарочка, ну давай попадись, что-нибудь путнее уже. Ну, давай. Пух, опа, легендарку дали. Хорошо, легендарочку дали. Только какую?
Так, ну вот они тут не сразу. А нет, вот сразу, смотрите. Сразу они появляются все. Ну и вот смотрим улов. Титан 4-звездочный. Ну, кажись, это неплохой боец. Неплохой боец. Потом 2-звездочные синие. 1-звездочный это вот, ну, вот так, 2-звездочный. Ну, в целом, вот такой у меня улов. В принципе, я считаю неплохо. И самое главное, ребята, помните, никого не призываю покупать коробки или там каких-то героев и так далее. Всего лишь вам показываю свой опыт, делюсь своим опытом. Дальше буду показывать, что мне с этим удалось всем добром сделать и так далее. Всегда помните о рисках, делайте самостоятельный анализ, потому что игра новая, обычно это крипта, быть может всякое. Итак, давайте подведем теперь вывод. Лично я готовлюсь, как я говорил уже, к арене, пробую снять сливки, там обычно как на начале, когда только игра начальная, там играть многие не умеют, и можно там повыше по рейтингу забраться, как бы немножко заработать. Вот, вы же, как я уже сказал ранее, думайте сами, решайте сами, но обязательно NFT-шку бесплатно возьмите. Ну а так, в целом, риски, как и у всех игр на начальной стадии, риски, конечно же, есть. Риски обычные, не скажу, что там они какие-то супер завышенные или там супер заниженные. В целом, риски есть, их обязательно учитывайте. Ну и опять же таки, если жанр и сама игра вам понравится, почему бы и не попробовать. Тем более с бесплатными NFT. Получите, посмотрите, поиграете, понравится, заходите, не понравится, ну, немножко там времени потратили и так далее. На этом у меня все. Как говорится, до встречи на игровых полях и всем профита!